Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео поговорить про сверхспособности человека. А на самом деле это обычные способности, которые присущи каждому человеку, но в наше время, когда сила зла держится на невежестве народа, и зло это знает, поэтому всегда будет бороться против просвещения, нам это просто запретили. А если человек сам себе это запрещает, говорит, ну вот же всем это запрещено, значит мне запрещено, значит эти сверхспособности его, которые есть у него от природы, он, конечно, не проявит и будет использовать костыли современного мира, например, для быстрой передачи информации на большие расстояния, для путешествия без какой-то помощи, например, при помощи полета или телепортации. И по этому видео хочу вам показать документированные факты сверхспособности людей, которые, опять же, повторяю, присущи каждому при их развитии, тем более, когда человек перестанет себе это запрещать. Ну вот, например, Джузеппе Скарпентино, то есть этот монах жил в 17 веке. И итальянский монах-францисканец, который почитался как мистик и святой, так как он обладал способностью к левитации. В том числе ему были доступны видения. То есть эти процессы его левитации были много раз зафиксированы, из-за чего он получил прозвище «летающий святой». А теперь представьте на секундочку, что все бы могли летать, соответственно, зачем же нам костыли в виде этих самолетов, вертолетов, машин, которые очень дорого стоят, тяжело эксплуатировать, надо чем-то заправлять. А тут захотел и полетел куда тебе надо. Причем подобные факты фиксируются и в наше время. Но я их уже не буду показывать, потому что да, в наше время хватает и искусственного интеллекта, и фейков, но факт остается фактом. Есть документированные факты левитации людей. И для людей это нормально. Вопрос только, как это развить. Да, развиваться, вспоминать про свои способности и применять их. Еще один задокументированный факт непонятных сверхспособностей — таинственное свечение Анны Монара, то есть так называемые люди-светлячки. То есть бывает, что светится весь человек, либо его конкретная часть тела. В данном случае свет отходил от ее груди во время того, как она спала. То есть что это было, почему это происходило, ответов нет и сегодня. Но это задокументированные факты. То есть почему проявляется эта биолюминесценция, никто не знает. Потому что никто не знает пределов и возможностей человеческого тела. Да, изучали, да, таких случаев много зафиксировано, таких людей-светлячков, когда светятся различные части тела. Но почему это происходит? Современная медицина сказать не может. Поэтому если вам кто-то скажет, что современная наука хоть что-то знает о человеке, ну, покажите ему эти факты, пускай они их объяснят и докажут людям. Еще один сверхчеловек, а фактически обычный человек, но человек со сверхзрением. То есть Вероника Зайдер родилась в Западной Германии в 1951 году. В 21 год, когда она проходила проверку на зрение в медучреждении своего института, оказалось, что ее зрение в 20 раз лучше, чем у обычного человека. И сообщалось, что она способна распознавать объекты микроуровня. То есть сегодня мы используем какие-нибудь линзы, микроскопы, а ей достаточно просто применить свое зрение, чтобы получить примерно такой же эффект. Поэтому, может, изделия древних, где мы видим микроуровень работ, вполне вероятно, что применялись не какие-то суперинструменты, а как раз специальные люди, которые просто могли делать очень тонкую работу, для которой нам сегодня нужны специальные костыли в виде тех же самых микроскопов, например. Сверхзрение и возможности зрения у многих как бы есть. Еще одна возможность, что обычные люди отличают 1 миллион оттенков, а тех, у кого есть тетрахроматы, могут различать до 100 миллионов оттенков. То есть у обычных людей 3 светочувствительных рецептора, а у тех, кто может различать 100 миллионов этих оттенков, их 4. И получается, что, мягко говоря, это не совсем мутация, это разные типы людей получаются. Так что на нашей планете есть разные типы людей, которые прибыли из разных
уголков Вселенной, имеет разные характеристики, отсюда эти так называемые сверхспособности. Например, у женщин это примерно 12% таких способностей, у мужчин около 8% людей с такими сверхспособностями. То есть, и это, в принципе, я думаю, многие просто могут развить в себе и применить. Плюс то же самое можно сказать про суперпамять. Известные люди, как тот же Ким Пики, который помнил 12 тысяч книг. Известны примеры Акира Харагучи, который помнит 100 тысяч знаков числа пи. То есть возможности человеческой памяти практически безграничны. Да, можно использовать гаджеты, компьютеры как костыли, а можно использовать свои возможности и помнить то, что тебе нужно. Либо учиться практически сразу, потому что увидев раз какую-то книгу, какой-то пример, ты его навсегда запомнил. И в любой момент можешь извлечь из своей памяти. То есть суперспособности или способности человека, которые мы просто не используем. А сейчас и применяем костыли, чтобы это заменять. Еще одна суперспособность. 75-летний вьетнамец Хай Нгонг утверждает, что не спит уже 42 года. Да, эту историю показывали по телевизору, брали у него интервью. И он рассказывает, что да, скорее всего, во время войны он получил травму. После этого и начались эти чудеса, когда он постоянно вынужден бодрствовать. Да, может, иногда и получается у него заснуть на час-два, но это редкие примеры. А так он, в принципе, бодрствует 24 часа. То есть он днем занимается одной работой, ночью занимается другой работой. То есть для одних это суперспособность, для других это чистый ужас, когда надо постоянно работать, потому что человеку просто нечем себя занять. Он и днем, и ночью как бы готов нормально функционировать. То есть сверхспособность или способность человека, которую как бы нам немножечко запретили, и теперь мы просто тратим треть жизни попусту, теряя ее на сон, который, как оказалось, организму просто не нужен. И человек дожил, мягко говоря, до преклонных лет, и он постоянно работает, а не просто там отдыхает. Это показывает о том, что границы собственного организма мы просто не знаем. Такие же чудеса со сном были у спящего человека, Артура Герке. И он по привычке ложился спать в начале ноября и оставался в постели до апреля. И так продолжалось 25 лет. Он говорит, что такой сон позволяет ему не болеть. То есть ни один другой человек не спал подобным образом, но, опять же, читая научные работы, наука говорит, что были тяжелые времена, когда некоторые виды людей, выживая, десятки тысяч лет назад, они впадали в подобную спячку. Потому что зимой нечем было питаться, и для того, чтобы пережить эти трудные времена, некоторая часть человечества действительно впадала в спячку, как это делают и медведи, например, и, грубо говоря, засыпали в начале зимы, а просыпались там в середине весны. Это позволяло выживать и не тратить так нужную энергию при ограниченных ресурсах. Плюс, опять же, подобная спячка может оказаться очень полезной для тех, кто будет участвовать в межзвездных перелетах. Опять же, для того, чтобы долго спать, не потреблять энергию, а когда космический аппарат прибывает в правильное место, тогда уже просыпаться и начинать функционировать. То есть тут два момента, которые связаны с этим спящим человеком. То есть одна это теория выживания, а другая это теория как раз людей, которые перемещались сквозь пространство. И на долгое время вынуждены были засыпать, и это осталось в генетической памяти. Какая вам больше нравится, оставьте свое мнение в комментариях, хотя возможны все варианты сразу. Выносливость. Как вы думаете, можно ли пробежать 80 часов подряд? Оказывается, можно, если вы американец Дин Карназеса, потому что он установил рекорд бега 80 часов подряд, то есть он пробежал 560 километров, плюс другой его рекорд 50 марафонов в 50 штатах за 50 дней. То есть, если человека поить водой и кормить, то он может бежать просто бесконечно. По факту, это ведь обычный человек. Это не какой-то супермен, а у него супервыносливость. То есть, то, о чем большинство нас сегодня просто мечтать могут. По факту,
Это способность каждого человека, просто мы себе ее запретили. Вот и весь секрет. Если человек снимет эти ограничения и правильно начнет эксплуатировать свой организм, не разрушая его, а тренируя, то эти способности станут обычными. То же самое можно сказать про Вима Хофа, голландца. То есть он побил и установил множество рекордов Гиннесса пребывания в экстремальных температурах. Он взбирался на ледяные горы в кроссовках и шортах. Бегал по пустыне при температуре свыше 50 градусов без еды и воды. Был покрыт льдом в течение почти 2 часов. И при этом ему удавалось избежать дрожи, обезвоживания, болезней. То есть он пребывал в тех условиях, которые для многих людей стали бы смертельными. Причем фактически сразу. При этом он занимается по своей системе, готовит группу таких же людей, как и он, показывает, что такое может делать каждый. Ученые изучали его и его учеников, сказали, да, они здоровее, чем контрольная группа обычных людей. На этом пока все, что смогла сказать нам наука. То есть, если вы считаете, что человек в экстремально холодном климате, либо в экстремальном горячем должен быстро погибнуть, то Вим Хоф с вами не согласен и доказывает, что все эти вопросы у нас только в голове. Возможности человека безграничны. То же самое нам показывают шаолинские монахи. Да, они тоже достигают это путем медитации, многолетних тренировок. Есть теперь эти чудеса и на ютубе. Вот, например, выступление монаха по имени Джао Руи. Он на своих выступлениях сгибает железные пруты своим горлом, лежит на этих острых изделиях, стрелах, разбивает камни о свою голову и много чего еще. При этом он не получает травм. Опять же, почему это происходит? По его словам, все просто. Постоянные тренировки, медитации, и открываются так называемые сверхспособности. И тело человека не несет урона. Выводы я вам предлагаю сделать самим. По факту, все так называемые сверхспособности — это обычные способности человека, который развивается и физически, и духовно. То есть они у нас заложены от рождения, просто если мы их забываем и запрещаем для себя, то они становятся для нас недоступны. А по факту все это у нас заложено природой, есть у большинства людей, и все это можно развить и получить так называемые сверхспособности, многие из которых сегодня задокументированы и доказаны. Помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды — это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.